Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у меня на канале распаковка. В прошлом году, 25 сентября, ко мне на остров приехала вот эта пресс-форма. Я был неимоверно счастлив тем, что смог приобрести такой инструмент себе на кухню. Я давно мечтал об этом. Года 3 назад у меня был опыт работы с подобными пресс-формами. Я по случаю приобрел сразу парочку. Но это была другая история. Они где-то до сих пор валяются в гараже, они были огромные, неразборные. И я, попробовав сделать в них пару изделий, отказался от этой затеи. А тут я увидел то, что в Украине Даниил Перваченко начал производить такие пресс-формы. И я сделал заказ в магазине Craft Store. И через пару недель эта чудо-игрушка приехала ко мне на остров. Я не стал сразу публиковать это видео и пару месяцев потренировался. В этом видео я вам покажу несколько изделий, которые приготовил благодаря именно этому чудесному инструменту. Эта пресс-форма выполнена из нержавеющей стали. Производят ее именно в Украине. Аналогичные пресс-формы я встречал на Алиэкспресс, на Амазоне, где-то на других каких-то ресурсах продавали их самодельные. Но это было все не то. Меня не устраивал размер, функционал. А вот именно эта модель меня полностью воодушевила. Ее объем 2 килограмма. Именно это то, что подходит для домашнего производства ветчин и других мясных деликатесов, используя прессование. Посмотрите, вот это вот конструктивная особенность. Снимаются боковые стенки. Это очень удобно. Когда достаешь из пресс-формы изделия, не нужно ничего выстряхивать. Очень высокого качества металл. Она легкая, хорошо моется. В верхней крышке прижимно есть 2 таких отверстия для того, чтобы можно было вставить щуп термометра и контролировать температуру внутри изделия. Запорная крышка имеет 4 уровня защелки. Можно регулировать гайками, подтягивать. Можно сделать полкилограмма, килограмм, полтора. Это очень эффективно. Я с полной уверенностью могу вам рекомендовать эту модель, если вы любите заниматься дома колбасным мясным творчеством. Приобрести такую пресс-форму для ветчин вы можете в интернет-магазине Craft Store. Это самый крупный в Украине онлайн-магазин, где вы можете найти все для домашнего крафта. В описании под этим видео я оставлю ссылочку, перейдя по которой вы можете себе сделать заказ. И хорошая новость, что при оформлении заказа на любую продукцию в магазине Craft Store, в том числе и на эту пресс-форму, на любые другие товары и продукты, которые есть в этом онлайн-магазине, вы можете использовать промокод FOODCOURT и получить 3% скидки, независимо от суммы вашего заказа. Уже 4 месяца я работаю с этой пресс-формой. У меня на канале есть несколько видеорецептов изделий, которые приготовил благодаря этому инструменту. И вот посмотрите, какие свиные языки я получил благодаря прессованию. Для упаковки изделий в этой пресс-форме я обычно использую целлюлозную либо коллагеновую бумагу. Она очень удобна в работе. Или целлюлозная, или коллагеновая пленка, вы просто смачиваете водой, она хорошо принимает форму, и вы сможете без проблем упаковать в нее любой продукт. Целлюлозную бумагу, коллагеновую пленку вы также можете найти в интернет-магазине Craft Store. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка на это видео, перейдя по которой вы можете увидеть подробный рецепт приготовления этих свиных языков в пресс-форме. Посмотрите, я максимально упаковал пресс-форму, и у меня получилось застегнуть только на первый уровень защелки крышки. Но после тепловой обработки я еще раз плотно прижал, и у меня получилось уже застегнуть на 3-й уровень. И вот в таком вот виде она была отправлена в холодильник на сутки для стабилизации. То есть вот этот вот элемент прессования работает очень эффективно. А теперь посмотрите, пожалуйста, как эффективно работает именно вот такая конструкция пресс-формы.
Очень легко снимаются боковые крышки, и извлечь изделие из предформы не представляет никакого труда абсолютно. Я вам уже говорил о моем печальном опыте, первом опыте работы с предформами. У меня они были достаточно большие, там на 4-4,5 килограмма, они были неразборные. И вот этот процесс вытряхивания 4-килограммового изделия из тяжелого металлического ящика была еще та ситуация. И вот теперь посмотрите, как сработало прессование. Свиные языки прекрасно себя провели в этой пресс-форме, и такое изделие можно нарезать и украсить любой праздничный стол, друзья. Ссылочку на этот рецепт я обязательно оставлю в описании под этим видео. Вот пример еще одного изделия, которое приготовил именно в этой пресс-форме. Опять же я использовал целлюлозную пленку. Слегка смочив водой, она прекрасно принимает форму. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка на этот рецепт. Вы можете перейти и подробно ознакомиться, как приготовить такую ветчину именно в этой пресс-форме. Если свиные языки я готовил в су-вид, то ветчину я готовил в духовке. И вот эти вот отверстия в крышке пресс-формы как раз очень удобно для того, чтобы вставить туда щуп термометра и контролировать температуру. Опять же, при упаковке я поставил на первый уровень защелки. И после того, как прошла тепловая обработка в духовке, смотрите, оно уже стоит на третьем уровне. То есть я после того, как прошла тепловая обработка, поджал и отправил в холодильник. И вот теперь посмотрите, какой получился прекрасный результат. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, какой рисунок, какая ровная текстура. Ветчина получается однородная, плотная, эластичная. Пресс-форма отлично справляется со своей работой. Вот еще один вариант применения пресс-формы. Смотрите, какое прекрасно получилось изделие. Это свиная грудинка. Я ее склеивал в пресс-форме, проводил тепловую обработку в су-вид 12 часов. Я хотел добиться такого результата, что при нарезке две части грудинки не распадались, и шкурка была и сверху, и снизу. У меня на канале есть два рецепта, как я склеивал свиную грудинку в этой пресс-форме. Первую я склеивал с помощью желатина высокой плотности 270 блюм. И у меня не получилось склеивание, хотя сама грудинка по вкусу получилась прекрасная. Рецепт надежный, проверенный. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, вы можете перейти и посмотреть. И второй раз я по этому же рецепту склеивал свиную грудинку мясным клеем Meat Glue. И это видео тоже есть у меня на канале. И сейчас также появится в правом углу верхнем ссылочка. Вы можете посмотреть мои эксперименты и тесты мясного клея. Кроме этого, я оставлю ссылочки на эти видео в описании под этим роликом. Вот посмотрите еще раз при максимальной загрузке. На первый уровень защелки я закрываю крышку. Но после тепловой обработки перед отправкой в холодильник я еще раз поджимаю крышку. И это получается сделать уже на второй, даже на третий уровень. В зависимости от состава или плотности изделия, которое вы готовите.
Честно скажу вам, друзья, 4 месяца юзаю эту пресс-форму и не перестаю радоваться. Не, ну это просто класс. Вы не представляете, чем бы я выколачивал сейчас это изделие из пресс-формы, если бы не было этих съемных бортиков. Ну вот как-то так. Эксперимент с клеиванием прошел вполне успешно. Неважно, как я отношусь к мясному клею Meat Glue, это отдельный вопрос, отдельный разговор. Информации очень много разной противоречивой, но тем не менее я это сделал, я это попробовал сам и теперь точно знаю, что такой клей работает. Вот, пожалуйста. Смотрите, при нарезании не распадается. И опять же пресс-форма отработала на отлично. На этом все, дорогие друзья. Я показал вам, как я собственными руками у себя дома на кухне работаю с этой пресс-формой. Если вы решите купить для себя такую пресс-форму в интернет-магазине Craft Store, не забудьте воспользоваться специальным промокодом FOODCORT и получить 3% скидки. Друзья, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч, скоро увидимся.